После смерти Алексея Навального на его каналах, в том числе на основном, стали продолжать выходить расследования, сделанные его командой. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем проблема с последними расследованиями ФБК. Что про квартиру сына мэра Орска, что про 90-е. Каждое большое расследование Навального фактически начинало новую эпоху в истории России. Документально доказанная связь между генпрокурором и цапками, самой кровавой бандой в новейшей истории России, это то, что нельзя развидеть. Фильму «Чайка» в этом году 9 лет. Но каждый, кто увидел в нем выписку из ЕГРЮЛ с фамилиями жен Цапка и Цаповяза, не забудет этого никогда. Это произвело страшно убийственное впечатление. Равно как и расследование «Он вам не Димон». 7 лет с его выхода бывший президент Российской Федерации не появляется на людях трезвым. Это была абсолютная политическая аннигиляция. Большие расследования Навального были принципиально неотбиваемы. Оправдания фигурантов, изобретенные на ходу, звучали как детский лепет. Да-да, конечно, апарт-отель у вас на Черноморском побережье, а совершенно не дворец Путина. Апарт-отель с бесполетной зоной и охраной ФСО, но с санузлами в коридоре. Это сколько звезд? И где отель-то? 3 года прошло, уже можно снять номер в успешном инвестиционном проекте Ротенберга? Можно докапываться до мелочей и вылавливать блох в формулировках. Но в целом все понимают, ни одно из значимых утверждений в фильме Навального не подлежит сомнению. Он бы не поставил свое имя, не произнес бы своим голосом на своем основном канале какие-то пустые обвинения и вздорные выводы. Как этого добивались, мы не имеем ни малейшего понятия. Мы очень мало знаем о том, как были устроены внутренние механики ФБК, когда Алексей был жив и на свободе. Но просто по результатам очевидно одно. Внутренний механизм вычищения хреномути, ликвидации слабых утверждений там существовал. Существовал ли он в форме каких-то внутренних дебатов, в форме мозговых штурмов на совещаниях или в форме какой-то эксельной таблички, где каждому тезису писали замечания и опровержения? Мы не знаем, но и не суть важно. Важно, что ФБК времен Навального явно пропускало свои расследования не только через формальный факт-чек, но через некий диспут, вылавливая моменты, до которых можно докопаться. Навальный явно понимал, если в большое, дорогое и качественное расследование проберется одна единственная очевидная и легко проверяемая чепуха, пусть она даже особо ни на что и не влияет, то это тут же убьет все впечатление. Ну, например, вы заявили, что Медведев всего себя посвящает подбору коллекции вина в новый особняк, а потом вдруг бы выяснилось, что на вино у него жесточайшая аллергия, и вообще все знают, что он пьет только водку. В таком случае расследование, в остальных 99% которого проверена каждая запятая, можно было бы выкинуть в помойку. Но такого в больших фильмах Навального не случалось ни разу. Фигуранты расследований Навального становились как бы его соавторами. Когда спустя время они таки выползали на свет Божий, то не могли сказать ничего более внятного, чем сам дурак. В лучшем случае рассказывали о своем бизнесе в 90-е, который был так успешен, что кормят по сей день, хотя от него не осталось и следа. Проблема расследования о мэре Орска и его сыне не в том, что подлая ФБК якобы оболгала честного чиновника, в то время как на насыпи злосчастной дамбе каждая копейка пошла в дело. На инфраструктурных проектах воруют и в намного менее коррумпированных странах. Большая стройка – это всегда возможность освоить любые деньги и спрятать что угодно так, что никто никогда концов не найдет. Понятно, что в наших условиях на таком проекте позолотили ручку все, кто рядом постоял и мимо пробегал, от губернатора до прораба. И понятно, что устойчивости насыпи всеобщая потребность на ней обогатиться не способствовала. Проблема с расследованием в том, что это халтура ленивая. Вместо того, чтобы вытащить все документы по закупкам и строительству, найти, на чьих любовниц была записана фирма, давшая в аренду экскаваторы, пройти через каскад липовых сделок и найти конечных бенефициаров, вместо того, что всякий раз выпускал Навальный, в этот раз расследование остановилось на первом же факте, который был сочтен пригодным для предъявления публике, на факте того, что у сына мэра Орска есть квартира в Дубае. Но содержание расследований Навального – это не квартиры, дворцы и яхты. Содержание его расследований – это демонстрация четкой связи. Здесь украли $1000, тут она стала золотым ёршиком. Материальные блага – это просто конец длинной цепочки документальных доказательств.
В данном случае у нас молоко без коровы, форма без содержания. Как будто люди, проработавшие с Навальным больше 10 лет, вообще забыли, чем занимаются и в чем была ценность их деятельности. Что симпатичный материальный актив, он для обложки, для привлечения внимания, а внутри должны быть документы и доказательства, с которыми не поспоришь. Я совершенно не склонен обвинять команду Навального в злонамеренности. Это больше похоже на случай так называемой лени, когда в отсутствии самого главного начальника, который пропесочил бы за такое до 6-го колена, показалось нормальным продемонстрировать дубайскую квартиру за $300 тысяч как свидетельство коррупционного обогащения. Показалось, что никто не скажет: слушайте, сыну мэра Омска же не 12 лет и не 18, он взрослый специалист, работающий в известной корпорации. 30 миллионов рублей – это даже для Москвы сейчас не роскошное жилье. Это трешка в Сталинке на метро «Сокол», причем по низу рынка. Хорошая квартира, но никак не символ коррупционного обогащения. Существенная доля ядерного электората либеральных политиков, кто смотрит ролики на канале Навального или у меня, кто стоит в очередях на сбор подписей, кто донатит нам деньги, кто в конце концов стоял в длинной очереди, чтобы проститься с Навальным. Так вот, электорат наш прекрасно отдает себе отчет, что $300 тысяч – это совсем не небо в алмазах. Это вполне осязаемая сумма, которую квалифицированный специалист, айтишник, дизайнер, инженер, управленец вполне в состоянии заработать в любой стране и почти любой отрасли. Или получить на эту сумму ипотеку. Для этого не нужно на дамбе воровать. И разработчик Яндекса, которому его зарплату за 3 года пытаются представить как свидетельство большого казнократства, понимает, что ему тут ездят по ушам. Проблема, если можно так выразиться, политиков нашего фланга в том, что у нас действительно очень сложная аудитория. Те, кто хотел послушать лозунги в стиле «Варьё, ублюдки, всех расстрелять и перевешать», остались наедине с телевизором. Мы никогда не сможем конкурировать с телевизором в деле производства бесплатных эмоций. Мы же не могли перекричать Жириновского и не перелюдоедем Соловьева. Даже в интернете мы не конкуренты настоящим популистам и демагогам. Никто лучше Валерия Соловья не расскажет о том, что труп тирана уже лежит в холодильнике. Аудиторию, которая интересует не коррупция сама по себе, не бесправие и насилие, а сам факт, что кто-то не берет микрозаймы на еду, а покупает квартиру в Дубае, это не наша аудитория. Не потому, что нам она не нужна, нам все нужны, а потому что ей не нужны мы. Наша аудитория привыкла, что с ней говорят так, будто это не ролик на Ютубе, а научная работа, пусть и с развлекательными элементами. Аудитория привыкла, что для нее ничего не упрощают, не разговаривают с ней, как с маленькими детьми, не бросаются в нее лозунгами, а каждое слово подкрепляют какими-то весомыми основаниями. И Навальный на своем канале ровно таких правил и придерживался. Когда же с такой аудиторией начинают говорить языком вестника бури, когда под видом расследования Навального выдает шитую белыми нитками агитку, аудитория чувствует себя оскорбленной. То же самое касается и фильма про 90-е. Претензия не в том, что там сказано какая-то неправда. Претензия в том, что в фильме этом со взрослыми людьми, которые читали книжки Шульман из Игоря, «Мою историю новой России», слушали лекции политологов и историков, выступления участников событий, с людьми такого уровня осведомленности разговаривают как с несмышленышами. Не надо сложнейший период истории, где каждый год новая эпоха, сводить к житью мультяшных злодеев, которые бегают с мешками золота и посмеиваются, упиваясь своим злодейством. Такой фильм, как «Родной», зашел бы в эфире НТВ или «Россия-1». Там зритель хочет, чтобы ему максимально прямо и без лишних скучных деталей выдали список врагов народа, которых нужно ненавидеть. А люди, политически выросшие на Навальном, хотят, чтобы с ними поговорили как со взрослыми. Чтобы у них было пространство для собственных выводов, чтобы спикер не подменял факты лозунгами. Вообще-то в этом главная заслуга Навального. Он сам и спикеры, пришедшие вслед за ним, вроде Шульман, создали такое ядро гражданской нации, которое ждет, что на любой вопрос ей ответят в формате диссертации. Привычка, которая даже немного мешает воспринимать западную политику. Дескать, ну как все эти люди на огромном стадионе могут всерьез слушать поток чепухи от Трампа? До того мы привыкли к совсем иному тону разговора. Да, снято у Марии Певчих все дорого-богато. Картинка отличная, вопросов нет. В фильме есть неплохие и даже интересные моменты. Но это опять молоко без коровы. Не разговор про 90-е, а краткий курс истории ВКПБ,
где каждое действие людей 30-35-летней давности последовательно вело к 24 февраля 22 года. И, мол, не может быть тут второго мнения. Но наша аудитория — это буквально те, у кого свое мнение есть буквально на все. Навальный, выросший в интернете, и не абы каком интернете, а в русском ЖЖ нулевых, где любому автору в комментариях регулярно пытались доказать, насколько он неправ и вообще мудак, где ветки обсуждений со ссылками могли расти месяцами, Навальный, выросший в таком интернете, прекрасно понимал, кто его аудитория. Он ее чувствовал, знал. Знал, что с ней нельзя разговаривать менторским тоном с высокой трибуны. Понимал, что для аудитории политический лидер — это не вождь, а просто первый среди равных. Да, он задает повестку и тему для разговора, но не занимается идеологической индоктринацией. В этом проблема нынешнего ФБК. Им кажется, что само имя Навального творит волшебство, что он оставил своей команде зрителей, которые будут слушать и не возникать. Но это не так. Смотрят на команду Навального сейчас те, с кем Алексей говорил уважительно, перед кем брал на себя бремя доказательства, для кого он был скорее собеседником, чем пламенным революционером. И кто-то, видимо, не до конца понимает, что при всем огромном наследии Алексея и доверии к нему людей, репутацию у его аудитории придется завоевывать и поддерживать самостоятельно. Если ты хочешь стать для них как Навальный, придется быть как Навальный. Со вторым фильмом про 90-е все гораздо лучше, чем с первым, но это не заслуга ФБК, а свойство темы. Залоговые аукционы — довольно однозначный топик, который, пожалуй, почти невозможно рассмотреть с одной стороны и с другой стороны. Подкуп финансово-промышленных групп, передачей активов по бросовым ценам в обмен на финансирование выборов — это тот случай, когда обвинительный тон даже, может, и выглядит уместно. Но применять его ко всем прочим событиям 90-х, фактически приравнивать целую эпоху к одному изолированному событию, вот это не лезет ни в какие ворота. Да, залоговые аукционы были большим обманом, но нельзя подавать всю историю так, чтобы силой подтолкнуть зрителя к однозначному выводу, что и все остальное было одним сплошным и непрерывным обманом. Это не только ключевая проблема фильма, но и довольно инфантильная манипуляция. Нельзя такие события вырывать из контекста и рассматривать без него. Это и есть тот самый черри-пикинг, поиск удобных фактов с целью запудрить публике мозги. Про эпоху развала Союза и перемен 90-х говорить можно и нужно. Да, Россия в ее нынешнем виде происходит именно из того времени, это правда. Очень важно изучать и анализировать, что тогда происходило, понимать это, понимать мотивы тех людей, которые тогда управляли страной, изучать их ошибки, чтобы не повторить многое. Но анализировать и излагать факты надо внятно, не подгоняя их под вывод, не выбирая те, которые нужный тебе вывод подтверждают, а все остальные отбрасывая. Не потому даже, что это как-то аморально, мораль у каждого своя, но потому, что когда ты под готовый вывод подгоняешь факты, твой вывод не обязательно оказывается адекватным. А значит, навряд ли будет полезен для будущего. Надуманный вывод, вполне вероятно, для будущего может быть вреден. До завтра.